Приветствую всех на своем канале. На финальной серии по сборке самолета Ту-95МС российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, производитель фирма «Звезда» и масштаб самолета 1 к 144. В этой серии мы дособираем носовую стойку, также приклеим створки носовой ниши, установим на свое место винты и также натянем антенну в районе киля нашего самолета. Ну и так еще посмотрим, что еще добавим по нашему самолету. Вот такие вот планы. Ну и не буду задерживать все это, затягивать. Приступаем к нашей работе. Всем приятного просмотра.
Итак, завершаем сборку самолета Ту-95МС от фирмы «Звезда» в масштабе 1:144. Что мы успели сделать в этой серии? Мы установили носовую стойку. Вот она у нас теперь размещена в нише. Установили. И дальше потом я на носовую стойку и на основные стойки приклеил пневматики. Пневматики колес вот так вот у нас выглядят. Они основные у нас диски окрашены желтым цветом, а носовая зеленым цветом. Видел я фотографии, такой вариант тоже есть. Поэтому все это подтверждено. Дальше я здесь в районе выхлопов двигателей и на жаропрочных пластинах добавил пигмента копоти. Вот это я все показывал, как я его наносил. Пигмент использовал от пигмента ТК Интерактив, пигмент сажа. Ну вот так вот. Теперь поставим его на колеса, на шасси на свое, и дальше будем рассказывать. В дальнейшем я потом приклеил на свои места винты двигателей. Винты у нас соосные, по 2 винта на каждый двигатель. Вот, они у нас подвижные, вращаются при надобности, конечно, но это особой надобности нету в этом. Дальше натянул я в районе хвоста антенну, использовал нить для бисероплетения, распустил ее до тонкой нити, вот ее, и с помощью нее приклеил на суперклей, капельку сюда, капельку туда, и закрепил, натянул. Эта нить хороша тем, что она эластична, и ее
она всегда находится в натяжении, и как бы повредить ее очень сложно. Снял маски со остекления, вот, в районе кабины. Так вот у нас теперь выглядит кабина. Сквозь нее там слегка просматривается интерьер, но особо толком ничего не видно. Все это мелковато, чтобы разглядеть. Также снял остекление с кабины стрелка под килем. Вот у нас так вот она выглядит. Ну и прокрасил цвет золота вот эти вот снизу и под носовой части фюзеляжа вот эти вот радары или что это такое, антенны какие-то. В общем, тоже вот это вот сделал. Ну и на этом у нас была стройка завершена. Ну еще забыл сказать, что я еще сделал потеки грязи с помощью масляных точек, использовал L-Brush от Amamic. Вот с помощью него сделал вот эти вот масляные точки с имитацией загрязнений. Ну и вот так вот у нас теперь выглядит наш самолет в финальном состоянии. Все это я сейчас отфотографирую, а также сделаю потом впоследствии финальное видео, где я расскажу со всеми особенностями сборки этого самолета, с тем, что я столкнулся. Ну и покажу его с разных ракурсов, и вы на это полюбуетесь. И также там будет слайд-шоу с финальными фотографиями, вот, чистовыми, как говорится. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за то, что вы следили за постройкой этого выключателя. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.